Крепкая стратегия каждого регуляра базируется на отработанных годами префлоп диапазонах. И все же даже самые устоявшиеся чарты порой нарушаются, когда соперники ищут выгодные подстройки под оппонентов. Но насколько сильные отклонения можно себе позволить, когда соревнование идет за огромные выплаты в турнире за 100 тысяч? Пока покерная индустрия только раскачивается после Нового года, мы закрываем гештальты по обзорам самых интересных раздач 2024. Сегодня мы снова вернемся за столы декабрьского главного события Тритон Покер, прошедшего в рамках открытия в СОП Paradise на Багамских островах. В раздаче, выбранной для нового разбора, участвуют Никита Бодяковский и Оси Кетола. Белорусский хайроллер является самым успешным представителем русскоязычного сообщества. Начав карьеру с кэша в золотое время онлайн-покера, Никита держал лобби самых высоких лимитов Poker Stars, когда многие топы современности только изучали иерархию комбинаций. При том, что сейчас Бодяковскому всего 33 года, за его спиной 7 или даже 8-значные выигрыши в кэше, а также почти 59 миллионов призовых в живых турнирах. Выходец из небольшого городка Мозырь на юге Беларуси считается одним из самых грозных хайроллеров в мире, так как совмещает математический склад ума, очень глубокие теоретические знания и огромный опыт на самом высоком уровне. Его оппонент Оси Кетола, хороший знакомый легенды покера Патрика Антониуса. Этот молодой финн сделал себе состояние благодаря предпринимательской активности. Начав с проката туристического и рыболовного оборудования, он переключился на индустрию ставок, где добился значительного успеха. В данный момент он вместе со своим именитым земляком планирует запуск нового онлайн-рума. Что касается Оси как игрока в покер, здесь пока сложно сформировать четкое мнение. Пол Фуа и Ричард Йонг приглашают его на свой фестиваль как любителя. Вероятно, это справедливо, так как Кетола не зарабатывает игрой на жизнь. Но в таком случае его можно считать очередным свидетельством, что грань между любителями и профессионалами в современном покере очень тонкая. Оси показал очень неплохие результаты в прошедшем году. Впрочем, как всегда, есть нюанс, который сильно повлияет на мысли в ходе разбора нашей раздачи. Итак, в событии остаются всего 32 участника из 182. Уровень блайндов 20-40 тысяч. Никита получает карманных дам на ранней позиции. Естественно, эта рука открывается при любом количестве участников за столом. Белорус рейзит до 80 тысяч. 2 больших блайнда – абсолютный стандарт. На позиции кат-оффа Оси, который объявляет 3-бет до 210 тысяч, чуть более чем в 2,5 раза. Его рука пока остается тайной, но стоит понимать, что диапазон Никиты при открытии из ранней позиции очень силен по умолчанию. Теоретически у финнов в спектре должны быть либо мощные value комбинации, либо сильные блокеры к диапазону продолжения белоруса, если его цель – заставить того сбросить карты. То есть в основе стандартного диапазона 3-бета будут руки с тузом, бродвей и очень редко одномастные коннекторы. И здесь стоит обозначить упомянутый нюанс. Чем особенно запомнился Кетола в ходе всех турниров со своим участием, так это невероятной способностью ловить кулеры в свою пользу. Математически он своими ставками и рейзами должен был давно выйти за нормальные показатели и открыть себя для эксплойта оппонентами. Но по факту он просто раз за разом показывал жирные value, не оставляя оппонентам ни единого шанса. Проблема в том, что соперники видели далеко не все его комбинации, так как иногда до вскрытия не доходило. Соответственно, какую-то долю блефов в диапазоны финна закладывать приходится. Простым языком, очень сложно блеф-кетчить оппонента, у которого по математике уйма блефов, но ни на одном вскрытии этих блефов не было обнаружено. Двигаемся дальше. В стеках обоих участников по 2,5 миллиона. Это чуть более 60 больших блайндов. Естественно, в такой глубине у Никиты нет ни малейшего желания выставляться против узкого спектра 3-бета от оппонента с осторожным имиджем, которого сложно заподозрить в блефе, просто исходя из предыстории. Карманные дамы – мощный стартер. Но даже против формально блефового бигслика, туз-король, он всего лишь разыгрывает монетку. Кол. В банке 520 тысяч. Эффективные стеки 2 миллиона 300. Чуть меньше фишек у Оси. На флопе очень неприятный для Бодяковского борд. Туз и сразу 2 пики, при том, что среди его карт нет той самой роковой дамы. Никита в данной ситуации не имеет диапазона донк-бета. Чак. А вот здесь происходит странное.
Кетола также чекает вдогонку. На подобных текстурах не обязательно ставить всем диапазоном, но общее преимущество агрессора так велико, что спектр чека состоит из всех рук сразу, но с небольшой частотой. Это в ГТО вселенной. Но на практике в такую доску большинство игроков сделает бет с любой рукой, кроме, пожалуй, нацового сета, хотя и тот периодически ставится из-за возможных флеш-дро. Итак, чек-чек, и раздача переходит на терн. Банк не растет, не меняется и СПР. Дилер достает из колоды валета не вмасть картам на доске. Странная стратегия Фина явно привела Никиту в замешательство. Оси можно положить на карманных королей, которые не слишком хотят ставить. Они больше ничего не боятся, так как уже либо далеко впереди, либо далеко позади. Могут у него быть и валеты, и десятки, хотя они часто поставят на флопе, просто чтобы обезопасить себя от дополнительных оверкарт на поздних улицах. А могут быть и тузы в слоуплее. Или слабые АХ руки, у которых нет даже двух улиц value, пропустили ход и собираются ловить блефы. В общем, трактовать чек-бихайнд от агрессора на флопе можно как угодно. Никите явно непросто. Чтобы получить больше информации, он решает сделать небольшой блок-бет в размере 100 тысяч. В теории, с дамами вовсе не обязательно идти на такой шаг, но ситуацию явно не назовешь стандартной. Кетола калирует. Не так уж много информации это дает белорусу. У Оси все еще карманные тузы, короли, валеты, а также туз-король, которые, правда, смотрятся в чеке флопа еще более нелепо. Впрочем, немало у него и тузов со слабым тикером. В банке 720 тысяч, в стеках по 2 миллиона 200. Дилер находит в колоде еще одного туза не вмасть к флеш-дро на борде. Бодиковский решает поставить еще один блок-бет, еще меньшим сайзингом – 60 тысяч. Это менее 10% от банка. Солвер даже не рассматривал бы такой сайзинг, но Никита явно знает, что делает. Эта ставка запросто может стать тонким value-бетом, нацеленным на совпадение по валету и карманки с номиналами младше. Плюс блок-бет защищает его от более крупной ставки, от, к примеру, карманных королей. Но что если Фин решит зарейзить? Собственно, это и происходит. Повышение до 425 тысяч. Вот это совсем неприятно. С одной стороны, второй туз на доске блокирует Фину тузы в руке. У того вряд ли каре. Туз-король не могли пропустить бет на флопе. То есть сейчас ни биг-слика, ни туз-дам у того быть не должно. Насколько тузы с кикером младше горят желанием рейзить ривер, когда у Никиты в диапазоне также есть трипсы и даже фулл-хаусы, которые хотят спровоцировать агрессию в блеф. Это действие еще сильнее подрывает логику раздачи, так как линия Фина с трудом накладывается на другие комбинации, кроме каре тузов и фулл-хаусов с карманными валетами. Никита даже достает наушники, чтобы получше обдумать сложившуюся ситуацию. Он предполагает, что у Оси могут быть короли, не поверившие в тонкий добор со слабым тузом. Он говорит: «Ты должен убедить меня заплатить тебе. Нет ничего, что я могу побить, кроме 2 рандомных карт. Но у тебя ведь они могут быть, верно?» Оси не выражает никаких эмоций, не выдавая Никите подсказок на уровне мимики или жестов, пока очередной шуткой Бодиковский не вызывает у него улыбку. Но этого мало. Придется рассчитывать только на логику и немного на удачу. Белорус решается на кол, и Фин показывает одномастные 5 и 3. Что можно сказать? Эта рука на позиции кат-оффа не играется даже колом, не говоря уже о 3-бете. Даже баттон и блайнды лишь изредка оставляют ее в раздаче, не считая большой блайнд, который по умолчанию защищается широко. Но опять же, все они лишь уравнивают open raise в надежде на попадание в борт. Так что Оси не просто вышел за все мыслимые диапазоны, он сделал то, что любители часто делают за кэш-столами. Просто рейс на удачу. На этом все. Спасибо за просмотр. На нашем канале есть и другие подобные видео. Например, сумасшедший мастер-класс по чтению оппонента от Алекса Фоксона. Посмотрите обязательно. И не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Пока!